Сегодня у нас настоящий международный матч между французским, немецким и японским автопромом. При этом два из этих автомобилей это плагин-гибриды, а последний с обычным ДВСом. Почему так, расскажу позднее. Вы смотрите программу «Две лошадиные силы». Меня зовут Рауль. Оставайтесь с нами. Если вы помните, машины у нас не дешевые, и даже скандально дешевый Volkswagen Tiguan на их фоне за 45 тысяч долларов это всего лишь начало истории, потому что он легко доукомплектовывается до 55, а можно, наверное, и до 60. Но не в этом дело. За такие деньги я считаю, что понятное дело, что у этих автомобилей должен быть электропривод багажника, и он есть. И сейчас мы эти самые электроприводы тестируем. Toyota. У старушки все выходит с первого раза. Теперь смотрим на Volkswagen. Нет, не на Volkswagen, на Peugeot. И после этого уже смотрим на Volkswagen. Все срабатывает отлично. А теперь мне бы хотелось, чтобы эти багажники также закрывались с пульта. Ну, с чего начнем? С чего начнем? С Peugeot начнем. У Peugeot все получается. У Volkswagen получается. У Toyota тоже. Мне очень нравится, что здесь у нас все отлично. Кстати, обратите внимание на то, как интегрированы выхлопные трубы в автомобилях. У Peugeot интегрировано, даже у Tiguan с ДВСом, что не обязательно интегрировано. И это намекает, что мы тоже очень скоро получим гибриды, скорее всего. А вот Toyota по-прежнему имеет трушные выхлопные трубы, при том, что это, наверное, самый матерый гибрид на нашем тесте. Хотя Peugeot может возразить. Для Toyota переставка это всегда вызов и весьма непростое испытание. Хотя на разминочной скорости в 55 км в час RAV4 выглядит уверенным и заряженным на победу. На скорости в 60 автомобиль уже чуть кренится, но переставку проходит спокойно с минимальной работой водителя внутри автомобиля. Отметка в 65 преодолевается без видимых проблем, но крены уже чувствуются. На 70 карточный домик стабильности и непоколебимости рассыпается, и автомобиль выходит из-под контроля, хотя системы безопасности пытаются спасти ситуацию до конца. Следующая попытка успеха тоже не приносит. Мой максимум на переставке с Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 65 км в час. 55 для Peugeot тоже разминка. На 60 появляются такие же крены, как и у Toyota. Но они скорее сигнализируют водителя о текущей ситуации, чем мешают выполнять упражнения. Отметку в 65 автомобиль преодолевает без каких-либо проблем, но мне начинает мешать срезанная полка руля. Неудобно. Переставку на скорости в 70 км в час с первого раза преодолеть не удалось. Сбил фишку на входе. Старался пройти тонко и красиво. Но вторая попытка увенчалась успехом. Попробовал я дотянуться и до 75 километров, но здесь очевидно, что уже нужно хорошенько потренироваться. Шансы есть. После тяжелых и достаточно габаритных конкурентов Tiguan выглядит легким и юрким. На 55 идет как по рельсам. На 60 все проходит без каких-либо кренов. На отметке в 65 чувствуется, как в работу вступает трекшн-контроль, но делает это мягко и реально помогает. Отметка в 70 км преодолевается в штатном режиме. Ощущается, что для Tiguan это никакой не подвиг, а обычная работа.
На 75 я чуть цепляю фишку и приходится устраивать перезаезд, и он успешен. Вишенка на торте 80 км в час. Трекшн настроен просто идеально, и Tiguan становится одним из немногих, кто у нас проходит переставку на такой высокой скорости. Также мы сегодня продолжаем ликвидацию безграмотности среди автолюбителей, которые хотят приобрести себе страховку ОСАГО, она же гражданская ответственность. Я вам, естественно, рекомендую пользоваться онлайн-сервисом Hotline Finance по трем, как минимум, причинам. Причина номер один. Здесь очень легко и просто выбрать самое лучшее предложение. Их там много от лидеров страхования в Украине. Вы можете выбрать те опции, которые вам нужны, и отбросить те, которые не нужны. Короче, вы найдете оптимальное решение именно для вас и для вашего автомобиля. Пункт номер два. Когда вы приобретаете электронный ОСАГО, то вы сразу экономите 10% от стоимости. Если вы будете это все оформлять на бумаге с мокрыми печатями физически, то эта страховка будет дороже. И пункт номер три. Используя промокод 2HP, вы получаете 50 гривен скидки на любую страховку, которая предлагается в Hotline Finance. Мелочь, а приятно. Змейка обычно так же непредсказуема, как и переставка. Здесь легко могут слиться внешне очень спортивные автомобили и выйти в лидеры обычные увольни. С них и начнем. Toyota RAV4 на Змейке — это надежная беременная антилопа, задача которой не расплескать детей из салона. С этим она справляется надежно, и ее лучший результат 12,12 секунды. Peugeot 3008 постройнее и однозначно поменьше, чем Toyota, и кажется более юрким. Если честно, не только кажется, это подтверждается результатом в 11,88. Чем же отличает неперегруженный батареями и электромоторами Tiguan? От своих конкурентов он отрывается практически на секунду и демонстрирует лучшее время на этом тесте – 11:04. Когда мы накладываем одно видео на другое, становится очевидно, что 1 секунда и даже полсекунды на Змейке — это если не вечность, то очень много. Итак, заднее сиденье Peugeot 3008. Очевидно, что среди нашей троицы в связи со своим супер дизайном автомобиль в салоне самый тесный. Здесь сиденье настроено водительское под меня, спинка у нас жесткая, колени у меня чуть-чуть в эти самые спинки упираются. Вторая небольшая проблемка, но она есть, это то, что мои ноги под сами сиденья тоже тяжело помещаются. Хочется, чтобы расстояние этого самого сиденья было чуть повыше, но также это, наверное, связано с тем, что я максимально низко опустил водительское сиденье. У нас здесь панорамная крыша, за счет этого мы потеряли несколько сантиметров жизненного пространства, но мне как раз удобно, я попадаю вот в этот вот небольшой угол, где есть панорамная крыша, и поэтому как бы голова моя находится в безопасности. Здесь точно такие же классные дизайнерские сиденья, второй ряд я имею в виду, и у нас здесь есть подлокотник. Кроме подлокотника у нас есть воздуховоды, у нас есть разъем на 12 вольт для прикуривателя, и у нас есть 2 разъема USB. Также у нас сиденья нельзя ни придвинуть, ни отодвинуть, и не регулируются спинки этих самых сидений. И теперь в 2021 году к автомобилям, которые стоят 45, 50 и 60 тысяч долларов, к автомобилям, которые называют себя универсальными кроссоверами, у меня появляются претензии, потому что у нас новые стандарты, у нас новые требования. Я хочу, чтобы это все придвигалось, отодвигалось, и спинки можно было раскладывать. Потому что если вы кроссовер, вы должны быть максимально универсальным и удобным для потребителя. Иначе чем это все отличается от обычного универсала или надутого хэтчбека? Volkswagen у нас выглядит как классический кроссовер, именно поэтому здесь высокий потолок, здесь очень много места для головы, здесь много места для пассажиров, здесь очень много места для меня. Мои колени,
пару миллиметров у меня остается запаса, они не упираются в спинки. И самое главное, что эти спинки мягкие. Тут если вдавливать коленки, то у тебя еще 2-3 сантиметра жизненного пространства есть. Есть также много места для ног, тут большое расстояние на самом деле. У нас разъем Type-C, у нас прикуриватель на 12 вольт. У нас есть подогрев сидений. При этом, насколько я понимаю, этот подогрев сидений мы можем регулировать. Спинки сидений у нас могут фиксироваться в разных положениях. Это очень хорошо. Также вот этот ряд я могу придвинуть или отодвинуть. И это, конечно, очень важный аргумент в пользу Volkswagen Tiguan. Так должно быть в каждом автомобиле. Подсветка у нас диодная, и это тоже очень хорошо. Вообще, сразу должен признать, что на задних сиденьях Volkswagen гораздо удобней, чем на задних сиденьях Peugeot, но не так стильно, потому что здесь вот эти вот сиденья, они у нас не кожаные, у нас тканевые вставки. Кому-то ткань может нравиться больше, чем кожа. Окей, пойдемте в Toyota. Toyota RAV4. Кстати, обратите внимание, что у всех наших конкурентов черные потолки. В Toyota места для головы более чем достаточно. Мне нравится, как установлены спинки. Обычно они вертикальные, тебе очень неудобно ехать на дальние расстояния. А здесь как бы хорошо подобран угол. У нас есть подлокотник, у нас есть воздуховоды, у нас есть два разъема USB и подогрев сидений. Кнопки вы можете найти на ручках дверей. Подсветка у нас, ну, вот, может быть и диодная, но на фоне конкурентов достаточно беспородная. И вот эти вот самые сиденья у нас не придвигаются и не отодвигаются. Сейчас попробую отрегулировать. А спинки, да, спинки вы можете отрегулировать. Есть два положения. И второе положение, ну, прям фирма-фирмой. Сейчас себе настрою, минутку. Да. А тут вообще, как бы, вот отлично. Что сказать? Я думаю, что по объему жизненного пространства для задних пассажиров между собой могут конкурировать только Tiguan и Toyota RAV4, потому что Peugeot 3008 очевидно меньше, но мы это понимали с самого начала, потому что он и внешне выглядит меньше, чем RAV4, и такое впечатление, что в 1,5 раза. Да и Tiguan, в общем-то, выглядит компактно. Toyota у нас, наверное, самая крупная визуально, и она абсолютно с этими ощущениями не подводит нас внутри. Все логично. Крупный снаружи, много места внутри. Было бы гораздо хуже, если бы эта вся крупность заканчивалась только внешними размерами. Обратите внимание, что у нас кожаный салон, что у нас перфорированная кожа, но я должен сказать, что кожа, несмотря на то, что у нас вот даже есть вот такие тканевые красные вставочки, полосочки, кожа не самого лучшего качества. По тактильным ощущениям, знаете, такая же кирза, как и на картах дверей, но я точно знаю, что вот это вот покрытие, оно проживет очень и очень долго, потому что это же Toyota. Торможение мы выполняем со скорости 60 км в час, и первым выступает Volkswagen Tiguan. Его лучшее торможение 11 метров 46 сантиметров. Худший результат 12-15. Средний по результатам трех заездов 11 метров 70 сантиметров. При этом у автомобиля 19-е диски и шины Continental. Лучшее торможение Peugeot 3008 12 метров 95 сантиметров. Худший результат 13,54. Средний 13 метров 15 сантиметров. Диски 18-е, шины Michelin. Чем отвечает Toyota? Лучшее торможение 11 метров 49 сантиметров. Худшее 12 метров 86 сантиметров. Средний результат 12,40. Диски 19-е, шины Bridgestone. Что касается результатов, Tiguan на первом месте, Toyota на втором, Peugeot на третьем. Все три кроссовера на нашем тесте представлены системами полного привода, только у гибридов за привод по осям отвечают электромоторы, а в Tiguan все по старинке, кардан и старый добрый Haldex. С него мы и начинаем в полной уверенности, что все будет на хорошем уровне.
Так и происходит. Когда сцепление с дорожным покрытием есть лишь у одного переднего колеса, все выглядит просто эталонно. Автомобилю хватает крутящего момента для того, чтобы сдвинуться с места и вырваться из ловушки. С одним задним колесом все всегда гораздо сложнее, но и здесь Tiguan демонстрирует класс, хотя времени требуется чуть больше. В основном оно тратится на то, чтобы электроника оценила ситуацию и перебросила крутящий момент на нужную ось и колесо. Теперь смотрим, на что способен Peugeot 3008. На нашем одиночном тесте он приятно порадовал меня на грунтовой дороге, на подъемах под большими углами. Но упражнения с подиумами, где колеса полностью теряют сцепление с дорогой, зачастую гораздо сложнее обыкновенного легкого бездорожья. Так и случилось. Peugeot долго и мучительно заставлял переднее колесо сдвинуть весь автомобиль, но в итоге с трудом и помарками ему это удалось. Когда сцепление с дорогой осталось лишь у одного заднего колеса, ситуация еще ухудшилась. Я перепробовал все режимы езды и все варианты, которые могли помочь, вплоть до работы тормозом при нажатой педали газа. В итоге частично сработал вариант Sturm and Drang, когда ты просто газуешь и вырываешь из-под себя подиумы и асфальт. Можно ли назвать это чистой победой? Безусловно, нет. Чем отвечает Toyota, у которой та же история с электромотором на задней оси, который обеспечивает работу полного привода? Ну, надо признать, что с первым упражнением она справляется хоть не так быстро, как Tiguan, но не менее качественно. Зато с упражнением номер 2 все еще хуже, чем у Peugeot. Несмотря на все усилия, его гибридная Toyota преодолеть так и не смогла. Означает ли это, что Peugeot и Toyota абсолютно беспомощны на бездорожье? Скорее всего, нет. Но на месте специалистов я бы очень серьезно поработал с электроникой, которая управляет алгоритмами работы полного привода и имитацией блокировок. Должно помочь. По утверждению производителей, все три кроссовера на нашем тесте имеют системы предотвращения столкновения и системы экстренного торможения. Из моей практики свои возможности в этой дисциплине обычно не преувеличивают лишь французы. Поэтому начинаю с Peugeot 3008 и двигаюсь к неподвижно стоящему препятствию на скорости до 30 км в час. Автомобиль без участия водителя вовремя распознает угрозу и вытормаживается, хотя и с минимальным расстоянием до заднего бампера нашей Mazda. То же самое повторяется при включенном круиз-контроле и на скорости в 30-32 км в час. Peugeot, как всегда, точен и стабилен. По поводу Tiguan у меня есть обоснованные сомнения, потому что он у нас любит сносить любые препятствия. По утверждению группы поддержки вагохочеров, это не вина автомобиля, а наша. Потому что вместо настоящего железного автомобиля мы выставляем жалкую подделку из ящиков, которую не видят продвинутые радары ВАГа. Я с этим не согласен, потому что даже в ранних тестах мы добавляли в макет металлизированную ленту. Ок, поехали. Скорость до 30 км в час. Tiguan накатывается на Mazda и без участия водителя и наличия металла в ящиках останавливается перед препятствием. Как говорится, глухие прозрели, а слепые услышали.
Попытка номер 2 приносит еще одну хорошую новость. Круиз-контроль Tiguan распознает угрозу еще раньше и останавливается плавнее. Toyota в дисциплине самостоятельного торможения тоже не чемпион. И на этом тесте она подтверждает свою репутацию. Переключиться как всегда. Первая попытка заканчивается фактическим ДТП, потому что электроника лишь обнаруживает препятствие, но ничего более не предпринимает. Вторая попытка с активированным круиз-контролем тоже не увенчалась успехом. Это фиаско. А сейчас для двух финалистов мы усложняем задачу. Теперь автомобили едут один за другим. В какой-то момент впереди идущий автомобиль сворачивает, и на дороге внезапно возникает неподвижно стоящее другое авто. И здесь чудеса заканчиваются и для Peugeot, и для Volkswagen. У нас есть тесты, которые посвящены каждому из данных авто, и вы можете перейти по ссылкам и посмотреть более детальные обзоры. Но есть люди, которые делать этого не будут, поэтому коротко про архитектуру и характеристики конкурентов. Toyota RAV4 плагин гибрид. Мотор 2,5 бензин, атмосфера, плюс 2 электромотора. Передний 144 кВт, задний 40. Батарея литий-ионная, емкость 18,1 кВт-час. Суммарная мощность гибрида 306 лошадиных сил. Обещанный разгон до сотни 6 секунд. На чистой электротяге автомобиль должен проезжать 75 км. В реальности я проехал 69,5, что расцениваю как успех. Кстати, Toyota способна разгоняться исключительно на электротяге до скорости в 135 км, а мотор способен работать в режиме генератора, который подзарядит батарею прямо на ходу. От обычной домашней сети автомобиль будет заряжаться часов 8. Ускоренная зарядка позволит это сделать за 2 часа 45 минут. Клянусь Volkswagen, но в одном из заездов Toyota разогналась до сотни за 6,4 секунды, но у нас заглючили драги, так что есть лишь официальный результат 7,21. Это на секунду хуже, но как для современного поколения овощных кроссоверов очень круто. Что у нас в Peugeot 3008? Это тоже подзаряжаемый гибрид. Мотор бензиновый 1.6 турбо, мощность 200 лошадиных сил, плюс 2 электромотора. Передний на 110, задний на 113 лошадиных сил и аккумулятор на 13,2 кВт-часа. Суммарная мощность 300 лошадиных сил. Обещанный разгон 5,9 секунды до сотни. Пробег на электротяге 59 км. От домашней сети вы зарядитесь за 6-7 часов, от скоростной зарядки меньше, чем за 2 часа. Автомобиль также способен использовать ДВС как генератор и эффективно подзаряжать батарею. В случае с Peugeot и Toyota помните, что настоящие быстрые зарядки вам не помогут, потому что эти авто не способны принять мощность, например, в 50 кВт. Речь идет о 7-8. Что с разгоном? При заряженной батарее 5,7, и это мега быстро. При условно разряженной 6,4, и это тоже круто. Пробег на электротяге рассчитывайте на 50 км. Volkswagen Tiguan – это реальный old school. 2 литра турбо, 220 лошадиных сил, крутящий момент 350 ньютонов. Коробка 7-ступенчатая DSG. Обещанный разгон 6,3 секунды. Полный привод с муфтой Haldex. Что с разгоном? 6,4 секунды. Таким образом, мы уже точно знаем победителя в динамике до 100 км в час. Первое место Peugeot с результатом 5,7, второе Tiguan 6,4 и третье Toyota 7,2. Теперь давайте поговорим про расход. В городском потоке в автоматическом режиме Toyota выдала расход 2,9 литра. В режиме генератора все не так волшебно, 7,3. Но правда потом ты можешь снова экономить и проехать километров 30 на электротяге. Так что на данный момент все выглядит очень неплохо и я бы сказал волшебно. Если говорить про трассу, на 90 км в час 5,7, на 130 7,6.
Расход на трассе у Peugeot на 90 км в час 5,2, 5,3 литра, на 130 8,9. Если говорить про город, первые 100 км при заряженной батарее можно вписаться в 2 литра на 100 км. Реальный расход Тигуана на трассе 6,5 литров на 90 км в час и 9,5 на 130. В городе от 8 до 12, в зависимости от темперамента водителя. Цены. На данный момент подзаряжаемый гибрид Toyota RAV4 в Украине стоит 1 миллион 552 тысячи. В долларах это 57 500. За подзаряжаемый гибрид Peugeot 3008 просят 1 миллион 515 тысяч гривен. Это 56 100 в долларах. Что касается Volkswagen Tiguan, то на старте продаж за вот эту вот комплектацию, Airline и все-все-все просили 44 тысячи долларов, но сейчас автомобиль должен подешеветь. Думаю, что в момент, когда рынок не понимает, какие технологии победят, гибриды хоть дорогой и сложный продукт, но более универсальный, чем электромобили, которые годятся лишь для городской эксплуатации и коротких вылазок вне города. Что касается Volkswagen Tiguan, он является прекрасным примером того, что обыкновенный автомобиль с ДВС при меньшей стоимости легко конкурирует с гибридами, а больший расход компенсируется стартовой ценой, которая минимум на 10 тысяч долларов ниже, чем у Toyota и Peugeot. Другое дело эко-нормы, которые в ближайшее время не сможет выполнить ни один ДВС в мире. А теперь давайте коротко про салоны, багажники, клиренс и опции. Самый просторный салон у Toyota, самый тесный у Peugeot. При этом по дизайну интерьера и премиальности материалов Peugeot далеко впереди. Второе место у Volkswagen и Toyota, я бы сказал, что у Volkswagen более второе, а у Toyota более третье. По мультимедийным системам Toyota полный отстой и провал, Peugeot самый авангардный, Volkswagen самый функциональный. При этом самая крутая камера на 360 градусов у VAG, потом идет Peugeot и в самом конце тоннеля Toyota, еле светит. Клиренс Volkswagen 200 мм, клиренс Peugeot 219 мм, клиренс Toyota 190 мм. По багажникам Volkswagen от 615 литров до 1655, Toyota 490-1604, Peugeot 395-1357 литров.